День выдался ясным и солнечным. Мимо Джессики пролетела птичка, но она на нее не обратила внимания. Где-то кто-то есть, а она всматривалась вдаль, принюхивалась. Ее мордочка, покрытая снегом и инеем, смотрела куда-то вдаль. Ноздри ее раздувались своим верхним чутьем. Она старалась понять, кто же беспокоит ее внимание. Она посмотрела на лес в одну сторону, в другую, но никого не видела. Солнце уже поднималось над Селигером и осветило верхушки берез. Они заиграли своим светом, инеем, поблескивая на солнце. Среди берез встречались и ольховые деревья, и елочка маленькая, пушистая, покрытая снежком. Мороз укрыл ее, спрятал от своей стужи. Снегу было уже много, и он укрыл поля и леса. Вот так вот утренний солнечный день нас встретил на Селигере. Все кругом блестело, как в новогоднюю рождественскую ночь. И мы с Джессикой стояли и наблюдали за этой красотой. Да, такого очарования не встретишь в городе. Только вдали от города, вдали от населенных пунктов осталась вот такая первозданная красота, которой можно стоять и долго наслаждаться. Солнце все больше поднималось над Селигером, и уже было видно опушки, уже полностью осветило всю поляну, но где-то в других местах еще осталась тень, потому что оно еще не поднялось над деревьями, оно еще светило через деревья, через ветки, через крону, и вот эта тень была небольшим мраком. В самом конце поляны стояли елки, укрытые снегом, и отсюда было видно, сколько много шишек на верхушке их. Было тихо, ветра не было, и солнечные лучи уже пробивались сквозь верхушки деревьев. Они освещали поляну, и мы стояли и любовались этой красотой. День все так же был ясным и солнечным. Я завел свой мини-снегоход и поехал на рыбалку проверять крюки. Дело нужное, без рыбы на Селигере не выжить. Мы потихонечку пробирались к острову Журавки. Надо будет кормиться и ставить палатку. Нужно поймать живца. Нужно немного поймать живца для того, чтобы проверить свои поставушки. Ну вот, друзья, вот и первая плотвичка. Лунки подкормлены, палатка стоит, плотвичка клюет на мотыля. Вот он, первый живец. А вот и вторая плотвичка, друзья, самая живцовая, самая мелкая. Вот смотрите, какая красавица, на такую маленькую мормышку 0,22 грамма, которая меньше, чем глаз у плотвы. Вот, видите, только вот на такие маленькие мормышки можно быстро поймать живца. Вот, друзья, дело пошло. Третья плотва попалась. Ловим живца для того, чтобы потом проверить поставушки. Нам нужна щука на такую мелкую рыбу. Вот такая маленькая мормышка. Так, друзья, вот такая еще плотвичка нам попалась. Небольшая, самая живцовая. Смотрите, мормышка меньше глаза плотвы. Бросаем ее туда в кам. Вот, гляньте, какая маленькая.
А вот еще одна плотва. Мы ловим рыбку, ребята, для того, чтобы проверить крючки. Наши крюки, друзья, стоят подо льдом. Вот такая маленькая плотвичка. Дело идет потихонечку. Так, друзья, еще тащу. Еще маленькая рыбка. Вот небольшая. Смотрите, какая прелесть. Маленькая плотва, живечек. То, что нам нужно для рыбалки. В кан ее, в кан отпускаем. Дело пошло, друзья. Рыбка ловится потихонечку. Ну что ж, друзья, я пришел проверять поставушки. Несколько штук были не размотаны. Где-то сдохла плотва, где я поменял. Но вот это оказалось размотанной не до конца. Пока ничего не чувствую, сматываю. Ну вот вроде бы был один небольшой рывочек, что-то тяжелое. Может что-то есть. Осторожненько сматываем поставушку, сматываем потихонечку, виточек за виточком, наматываем. Это труба металлопласт 3/4 дюйма. Вот, друзья, так, рыбина уперлась, друзья, уперлась, а я еще половины не смотал. Видите, она уже показала свою силу. Вот, друзья, потихонечку сматываем, сматываем, сматываем. Снегоход мой стоит. Вот, друзья, мотаю виточек за виточком. Опять уперлась. Опять. Так, назад. Назад, друзья. Ого! Вот это хорошо она рванула. Вы смотрите, друзья, еще пошла назад. Еще пошла. Слабину небольшую дал. Надо потихонечку сматывать опять. Опять подводим. Опять, друзья, мучаем ее, мучаем. Выбираем веревочку. Выбираем. Потихонечку подводим к лунке. Вот здесь мы с ней будем. Опять назад. Вы смотрите. Ого! Это она практически до конца смотала всю мою веревку. Борется со мной. Не хочет к лунке подходить. Багор уже приготовил. Сколько щук я упустил из-за того, что багром не беру. Все руками хочу. Нет, друзья, надо брать багром. Рыбина нужна. Нельзя упускать свой шанс. Мотаю, потихонечку сматываю, подвожу ее к лунке. Уже третий раз подвожу. Третий раз она подходит к лунке и разматывает веревку почти до конца. Вот, друзья, свободно идет, как будто ничего нет. Вы думаете, что она хитрит? Вот, подвел к лунке, подвел, 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 еще мотаю, еще не показался мой грузик, еще не показался мой поводок, мотаю, подвожу, подвожу. Вот, подвел. Вроде бы рядом. Вроде бы совсем рядом. Вон поводок мой пошел. Вон она, щука. Вот, друзья, багром не могу даже зацепить. Назад пошла. Сейчас я ее точно упущу. Назад ушла. Отпустил. Да, друзья, даже багром не взять. Как она вертка там, в лунке-то, а? Вот как крутится. Опять подвел. Вот она, опять здесь. Опять не могу поймать багром. Назад ушла. 5-й раз отпустил. Да, друзья, одному, конечно, тяжело. Одному тяжело. Но подвел еще, 6-й раз подвел. А в этот раз я ее взял. Вот смотрите. А это, между прочим, под двуху, друзья. Это под двуху. Икрянка.